Ей так тебя не хватает. Кто же это? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Устраивайтесь поудобнее, мои любимые мальчишки. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, мои золотые, ох, мои ребята, ну что ж вы у меня некоторые не можете никак отпустить прошлое. Говорю некоторые, потому что общий расклад. Вот живете, ностальгируете, все чаще вспоминаете, все чаще думаете. А все знаете почему? Да потому что ваше сердечко у многих свободное. Вот оно не трепещет от любви. Оно хочет, знаете, хочет почувствовать любимым, хочет любить. Ваше сердечко уже истосковалось просто по женщине, по нормальной женщине. Вы человек, который готов, ну просто пылинки сдувать женщины, которая будет вас любить искренне всей душой. Не пользоваться вами, а именно любить. Вот вы готовы реально все отдать, всего себя отдать. Вы готовы хоть борщи варить для такой женщины, да? Я знаю, что многие из вас даже любят и умеют хорошо готовить. Вы будете и завтраки в постель приносить, вы будете, ну, по возможности, да, там какие-то подарочки дарить. Вы сами захотите все делать для такой женщины. И напишите, давайте сделаем как раз маленький опрос. Вот реально, если бы вы встретили женщину, которая искренне вас любила, и вы это видели, чувствовали, да, вот именно по ее действиям, вы бы реально вот горы ради нее свернули, правда? А ну пишите, мальчишки, а ну-ка пишите, вы готовы сворачивать горы ради женщины любимой и любящей? Так вот, то, что вы в очередной раз у меня выпадаете в сигнификации как человек, ну, сугубо ориентированный на серьезные отношения, на семью. Для вас семья – это все. Это ваш тыл, это ваш якорь, это ваш мотиватор. Ну это ваше все. Вы готовы зарабатывать, вы готовы подрабатывать ради семьи, ради близких людей, ради той же любимой женщины, если бы она у вас была, да? Кто-то из вас, между прочим, уже познакомился, поскольку это общий расклад, но я вижу, что это такие самые-самые, может быть, первые шаги, но вы еще в стадии, когда есть момент присматривания, когда, да, вроде бы женщина вам нравится, но вы еще немножко сомневаетесь, может быть, как-то вот присматриваетесь, прощупываете, да, потому что боитесь обжечься. Готовы вкладываться в отношения, готовы любить и быть любимым, но у многих из вас банально нет достойной женщины рядом. Напишите, ребят, я права или нет? Ну вот нет, да, вроде бы полно красоток, фигуристых, каких угодно. Но вот сердечко не ёкает, и вы понимаете, на лишь бы какую вы, ну, не будете не прыгать, простите за мой французский, да? Вы не будете связываться лишь бы с какой, просто красотка. Ну да, это красиво полюбоваться, ну да, можно гордиться красивой женщиной. Ну а что дальше? Когда у тебя не чувств, ну это по барабану. Да, пусть она хоть, я не знаю, там, кукла Барби какая-то расписная будет. Сердечко должно трепетать. Для вас важен именно вот это, знаете, вкус душевной любви. Вот когда целуются души, вот есть такое выражение, прикосновение двух душ. Вот душа вот на первом месте. У кого-то это, может быть, пришло осознание вот именно с возрастом, что вам важна именно внутренняя часть женщины, да? Ну, мы сейчас не про внутренние органы, да, а то сейчас кто-то скажет, что вот вы мне там про кишечник, про сердечко рассказываете. Нет, ребят, внутренняя часть – это душа женщины, это ее характер, это то, какая она есть на самом деле. Это не фантик, да, вот женщина – это как фантик в конфетке. Фантик может быть красивый, классный, такой дорогой, ухоженный, а внутренность гнилая. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому для вас важна именно начинка этой конфетки. Вот когда вы
почувствуете, вот что это такая классная, вкусная начинка, когда вы со всех сторон прощупаете, да, вот, может быть, даже где-то проверочки устроите женщине, вот тогда вы целиком слопаете, да, вот просто, даже не поперхнетесь эту женщину. Готовы любить, готовы, уже даже те, кто разошелся, но я имею в виду не недавно, вот, да, потому что, опять же, может быть, кто-то вот совсем недавно разошелся, я имею в виду вот те, кто давненько уже, срок прошел, уже вы открыты, вы готовы к новым отношениям, вы готовы что-то делать, да, вот какие-то подвиги совершать. Но опять же, где же взять достойную женщину? Поэтому вот такая дилемма, вот такой парадокс и может вас огорчать. У кого-то из вас, мне показано, бывают иногда проскакивают романтики, но это все такое, либо же от одиночества, у кого-то может быть просто, чтобы, ну как бы не потерять свою такую ну, мужскую, не то что мужскую силу, ну, навыки, назовем это так, да, навыки мужские не потерять, потому что, ну, не у всех, простите, бобики бывают ручными. Кто-то брезгует, да, может быть, кто-то скажет, фу-фу-фу, не, бобик, я тебя трогать не буду, не надо мне там, я лучше как-то тебе какую-то хоть временную, ну, хозяечку найду, да, а ты уж как-то потерпи. Ну и смех и грех, одним словом, да. Ну, люблю я пошутить, простите за мой грех такой, хотя это не грех, это вообще, считаю, это большой-большой плюс, когда у человека есть чувство юмора, да. Напишите мне, любите вы женщин с юмором или же не очень? Ну, хотя шутить тоже нужно уметь. Бывает черный юмор, бывает сарказм. Ну, я стараюсь так деликатно шутить, если вы заметили, чтобы никого не обижать. Ну, про бобиков вы любите слушать, поэтому иногда я так вкрапление вам делаю. Да, вот романчики у некоторых проскакивают, но опять же это не то. Все равно вы можете спать с какой-то одной женщиной. Это будет, ну так, чисто развлекаловка. А в душе и в мыслях вы все-таки верите и надеетесь, что появится все-таки любимая женщина. Давайте-ка разбираться теперь, кому же вас не хватает. А ну-ка, кто же за вами скучает? Так, ух ты, мои дорогие, а вы знаете, что сейчас у кого-то будет шоковый шок, да, кто-то в шоке по колено, может быть. За кем-то из вас скучает даже бывшая. Вот такой вот парадокс, да? Причем это бывшая, которая вам вставила вот эти вот ножи в спину. Это та женщина, которая причинила вам боль, которая ушла, да, либо же из-за другого мужчины или к другому мужчине. Ну, то есть изменщица, гуляка такая, из-за которой вы настрадались в свое время, пережили много чего, но тем не менее она только вот спустя какое-то время она начала понимать, кого она потеряла. Все познается в сравнении. Ну вот не зря говорят это в народе. Она только сейчас вот, ну не так давненько поняла, что вы мужчина, который по-настоящему ее любил, который, может быть, даже сейчас. Она, кстати, по ком-то из вас, вот знаете как, сейчас попытаюсь вам объяснить на таком простом, доступном языке, потому что вот информация идет, но пытаюсь вам, ну так, по-простому донести. Среди вас есть те, кто еще могут каким-то образом с бывшей общаться, хоть вы уже, может быть, и давно разошлись, но она то ли по вашему поведению, то ли по вашим разговорам, вот каким-то поступкам, она все-таки еще считывает, что и она вам не безразлична. Есть среди вас и такие. Это общий расклад. Не забывайте, ребята, я постоянно повторяю это для тех, кто не понимает. Мне иногда порой, честное слово, вот, ну, странно читать, когда вот кто-то бывает, ну, слава богу, это редко бывает, но когда кто-то из вас пишет, что «а у меня вот такой женщины нет». Ну, простите, я вам пишу, тогда на личный расклад. Это общий, дорогие мои. Кому-то он подходит, кому-то частично, кто-то просто как кино смотрит, да, вот у меня мальчишки, которые уже меня как сериал смотрят. Поэтому не пишите мне, но это просто смешно выглядит, когда вы пишете, а у меня такой женщины нет, а у меня такого не было. Ну, значит, это просто сегодня не ваше. И все. Все очень просто, не заморачивайтесь. Поэтому здесь ностальгия бывшей женщины, которая, в общем-то, начинает кусать локти.
которая начинает анализировать и прозревать, что она натворила своими делами, своими поступками. Она только вот спустя какое-то время начинает понимать, что потеряла мужчину, у которого вряд ли она уже подобного найдет. Вот вряд ли найдет. И даже вот, как я вот только что, да, вот начала вам говорить, немножко перескочила на другую тему, даже если вы как-то в своем поведении, либо в словах, вот как-то вы, может быть, даже вы как-то время проводите, ну, дни рождения, да, особенно те, кто ностальгирует. Вот кто из вас ностальгирует, она считывает ваше поведение, она считывает, что она тоже не безразлична, но опять же она считает, что как бы там ни было, но вы ее не простите. Она и не делает никаких особых таких поползновений в ваш адрес, да, чтобы помириться, допустим. Потому что знает, что как она вас сильно обидела. Даже если вы не общаетесь кто-то с вашей бывшей, так вот знайте, что у многих из вас ваши бывшие женщины, они сравнивают вас с другими мужчинами, которые были и до вас, и после вас. И сравнение это идет в вашу пользу. Но уже, как говорится, поезд ушел. Да, ей вас не хватает. Да, она, я вам скажу больше, ребят, она скучает даже за вами. Ее бывает накрывают депрессняки. Ее накрывает, когда вот случаются даже банальные ситуации вот с ее такими вот ухажерами, да. Потому что прыгает по жезлам, это да, вот даже та ситуация, когда у кого-то из вас может проиграться, она может жить с мужчиной, да, опять же, я просто вот с разных ракурсов вам рассказываю, чтобы вы понимали. У кого-то из ваших женщин может быть ситуация, что она живет с мужчиной, но вот она с вами сравнивает, он может быть и прижимистый, он и не такой нежный, ласковый, как были вы, он вообще другой. Поэтому ее периодически накрывает, ее тянет к вам. Она начинает кусать локти, и вот ну реально вот какого мужчину потеряла и упустила. Я думаю, она даже мало кому об этом говорит. Даже, может быть, ее подружки, близкое такое окружение об этом не знают. Это, ну, мы сейчас достаем информацию сугубо из ее такой, из глубины души. Это то, в чем она, наверное, никогда и никому не признается, что она за вами скучает, что периодами, но не хватает вас. Вот могут быть даже банальные такие, знаете, вот, ну, пример приведу. Могут быть ситуации, пусть, допустим, у нее и есть ухажер. Но одно дело, когда вы сами, да, покупали, вы ей предлагали что-то, вы ее баловали. А этот ухажер, который есть, да, вот если у кого-то из ваших женщин, этот может сказать: не, дорогая, давай как-то в другой раз, денежек не хватает, еще что-то там нужно купить. Ну, то есть он ей может отказывать. Поэтому она очень сильно начинает прозревать, что накосячила она, виновата она, и разрулить уже это просто нереально. Как бы вы сейчас вот даже не общались, и неважно, вот есть у ваших бывших сейчас мужчины, нету, потому что это общий расклад, да? Здесь в любом случае назад дороги нет, потому что вам очень сильная боль была нанесена, а вы такого не простите. Даже если вы общаетесь, даже если вы какие-то моменты с ней там обсуждаете, проводите как-то время, в глубине души вы понимаете, но не сможете вы с ней больше жить, потому что доверия не будет. Даже может быть какая-то внутренняя такая брезгливость, что ли, да? Напишите, ребят, что вы об этом думаете. Давайте-ка еще посмотрим, кто, может быть, еще за вами скучает. Ух ты, между прочим, смотрите, такая ситуация, что, ну, это даже касается не женщины. Не падайте в обморок, это не мужчины за вами скучают. Смотрите, здесь даже это касается тех, кто из вас, может быть, поменял работу, да, вот вы перешли куда-то.
И, ну, не то чтобы здесь скучание, а какая-то вот ностальгия. Вот ваши коллеги, вот бывшие, может быть, даже начальник, который вас когда-то ценил, когда вы работали там, тоже вот говорит, вот как мне этого Васю не хватает. Ну, такой классный сотрудник был, да, вот в таком плане. Вот есть ностальгия по вам, как по специалисту, по вам как по человеку, потому что здесь были моменты, когда вот даже с сотрудниками какими-то, с коллегами, вы могли где-то подстраховать, вы могли выручить, вы могли денежку одолжить, ну так, чисто по-дружески, да, потому что вот вы вместе работали. Поэтому есть такая вот ностальгия, потому что вы ушли, ну, либо же вас уволили, опять же, у кого какая ситуация, может быть, пришлось уволить, да, потому что там под сокращение вы попали. Но, тем не менее, вот вас вспоминают добрым словом, и вас до сих пор ценят как, ну, такого классного сотрудника и жалеют, что пришлось вот, ну, либо уволить, либо что вы ушли. Еще какой момент. За вами скучает женщина, но это скорее у кого-то проиграется, может быть, какой-то романтик был когда-то. Это могут быть отношения, которые были, ну и давненько уже, в общем-то, да, ну, то есть вы расстались с человеком, и женщина до сих пор вас вспоминает, она скучает. Женщина может быть скорее темноволосая, она моложе вас, женщина очень чувственная, женщина страстная. Женщина, которым обычно принято оглядываться, оборачиваться во след. То есть, ну, такая тоже дамочка, вот вся из себя, красоточка, может быть. Но, тем не менее, разошлись пути дорожки, и до сих пор она вас вспоминает, ей в каком-то смысле даже вас не хватает, потому что вот запали вы ей в душу на тот момент. Ну, разошлись, значит, так было суждено. Дальше. Еще, знаете, кому вас не хватает? Опять же, переворачивайте под себя, может быть, кому-то это подойдет. Здесь могут быть то ли это родственные какие-то отношения, да, может быть, вы какие-то родственники, там, братья, сестры, может быть, родители, с которыми вы давно не виделись, либо же, ну, по той или иной причине редко общаетесь. Здесь может быть даже виновницей то, что вы куда-то переехали, да, и вы не можете сейчас либо же приехать, либо же, ну, я не знаю, это может быть даже с армией связано, вот с формой, что там, где вы находитесь, ну, то ли связь не всегда есть, то ли не всегда есть возможность общаться. То есть о вашей семье, о вашим близким вас очень и очень не хватает. Вот за вами безумно просто скучают. А вообще, знаете, я вам скажу, вот, ну так, резюмируя расклад, вы человек, которого ценят, которого любят. И посмотрите, за вами даже у многих бывшая скучает, за вами работодатели ваши скучают, вот если вы, допустим, ушли. Даже у кого-то может проиграться, вот если вы с каким-то старым другом давно не виделись, да, вот если разошлись пути дорожки, тоже есть момент такой ностальгии. Очень часто этот ваш друг-приятель возвращается мысленно к тем временам, когда вы были вместе, когда вы дружили, когда вы чудили. Это может быть молодость, это могут быть даже, пусть не совсем молодость, но даже вот, ну, уже в таком взрослом возрасте, может быть, вы где-то отрывались, да, может быть, вы с семьями дружили, но потом разъехались, да, вот разошлись ваши пути. Есть моменты ностальгии, поэтому люди вас ценят, люди тепло от вас, о вас отзываются, люди, в общем-то, ну, очень классно к вам относятся. О чем это говорит? О том, что вы у меня, мальчишки, потрясающие, и я вам всем искренне желаю только счастья. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!